Приветствую вас на канале Техревизор. Большая подборка мониторов с диагональю 24 дюйма. Я отобрал 10 моделей, актуальных к покупке в конце 2024 года для разных задач. В рейтинге найдутся варианты для геймеров с повышенной герцовкой, варианты для офисной работы с качественным экраном, от которого не болят глаза, и просто мониторы для домашнего использования, фильмы смотреть, соцсети листать, в какие-нибудь игры рубиться, рефераты писать и так далее. Разбил всю десятку на 3 сегмента по ценникам, чтобы вы смогли сразу посмотреть то, что интересует в вашем бюджете. Получилось 3 модели стоимостью до 10 тысяч рублей, 3 модели стоимостью до 15 тысяч рублей и 4 модели с ценой до 25 тысяч. Хотя для сравнения все равно рекомендую хотя бы немного послушать про все категории, чтобы понимать, чем они отличаются и, возможно, даже сэкономить на этих отличиях. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начну с мониторов до 10 тысяч рублей. На третьем месте рейтинга LG 24AMR 400B. Этот монитор можно рассмотреть в качестве обновки с какого-нибудь древнего квадратного дисплея. Или, если есть надобность, в единственном недорогом мониторе для новособранного ПК. Потому что покупать этот монитор в качестве второго и ставить рядом с каким-нибудь хотя бы среднебюджетным монитором будет видна разница в насыщенности и цветопередаче. Все-таки это ультрабюджетный сегмент со своими компромиссами. Так, тут стоит простая IPS-матрица с частотой обновления 100 Гц и Full HD разрешением. Плавность прилична, особенно после старого монитора на 60 Гц. Но цветов матрица различает немного, так как глубина всего 6 бит. Это обычные параметры для монитора из такой категории. И его достаточно, чтобы просто отображать картинку. А так можно и офисным пакетом пользоваться, и фильмы смотреть, и в игры играть, и ленту с мемами листать. Конечно, цвета не самые глубокие, но дискомфорта для глаз монитор не вызывает. Для этого поддерживается Flicker Free, который устраняет мерцание, и FreeSync, который сглаживает разрывы кадров, если ваш ПК где-то затупливает при частоте обновления 100 Гц. Функционал тут, очевидно, никакущий. Монитор можно только наклонить немного на себя и никаких регулировок больше. Если хочется иметь возможность удобно под себя настроить, можете докупить поворотный кронштейн или повесить LG на крепление веса. Каких-то особенных портов тут тоже нет. Сзади на крышке один VGA и один HDMI. По сути, в HDMI подключаете монитор к ПК и все. Кабель, кстати, идет в комплекте, его докупать не придется. На втором месте топа игровой монитор Xiaomi Redmi Gaming Monitor G24. По качеству изображения из того же разряда, что и прошлый LG, только тут все-таки VA-матрица и частота обновления 165 Гц, а это у нас повышенная контрастность с более глубоким черным и повышенная четкость при том же разрешении Full HD. По цветопередаче монитор нельзя назвать тускловатым. Несмотря на бюджетность матрицы, картинка в играх все равно радует глаз. Она четкая, в меру насыщенная и детализированная. Само собой, не без недостатков. Во-первых, это китайская версия с переходником для вилки и меню на английском языке. Во-вторых, по углам, как всегда, есть засветы. Их видно в темное время суток на черном фоне. Но глаза это не мозолит, да и в любом другом, даже дорогом мониторе без засветов никуда. Поэтому здесь остается только разве что немного поднастроить изображение, покрутить ползунки, если захочется, и наслаждаться игрой. Тем более с такой плавностью благодаря FreeSync и Flicker Free. Конечно, вопрос, вытянет ли ПК столько FPS, чтобы почувствовать такие переходы и свайпы. Но для Full HD не нужно особо мощное железо. Хватит и среднебюджетного 1000 за 50-60 с дискретной видеокартой. По функционалу только, само собой, совсем ничего. У монитора просто игровой дизайн без всяких подсветок и регулировок. Даже на стену его не повесить, так как нет крепления веса. Порты тоже в единственном экземпляре – HDMI и VGA. Но в целом, для геймера-любителя это очень хороший вариант при минимальном бюджете с насыщенной картинкой, плавной частотой и даже приличным современным дизайном. На первом месте рейтинга Huawei MateView SE. Вот это уже можно рассмотреть целенаправленно для рабочих задач. Хоть в документах ковыряться, хоть с текстом работать, хоть кодить, хоть браузерные делишки решать. Для чего-то такого, в общем. В первую очередь, этот Huawei понравился возможностью регулировать его по высоте и ставить в портретный режим. Вверх-вниз экран ходит на 11 см, а в портретном полностью становится вертикально. Некоторые это могут применить для написания кода. А Huawei вообще предлагают включить режим чтения и читать что-нибудь. Те же документы, условно.
что по изображению. Монитор с Full HD разрешением и IPS-матрицей на 75 Гц. Здесь понравилось, что каждый монитор сразу с завода хорошо калибруется. Плюс есть 5 режимов: sRGB, DCI-P3, HDR, игровой, электронная книга и индивидуальная настройка. Тут можете потыкать, выбрать, какой больше всего вам понравится для каких задач, и наслаждаться картинкой. В ту же калитку поддержка FreeSync и Flicker Free. Первый тут не особо нужен, все-таки при 75 Гц разрывы не так сильно бросаются в глаза. А вот второй хорошо так бережет глаза, по крайней мере после рабочего дня у владельцев этого монитора жалоб нет. В общем, по итогу хочется назвать этот монитор офисным, но в принципе на таком нет проблем и в какие-нибудь игры зарубиться. Конечно, в шутерах или гонках с частотой 75 Гц будет не очень прикольно, но какую-нибудь стратегию или MMORPG еще можно попробовать. А просто дома фильмы смотреть и соцсети листать тоже ничего не мешает. Поэтому этот монитор занял свое первое место в подборке как универсальный. Теперь же можем перейти к следующей категории с ценником до 20 тысяч рублей. Теперь перейдем к мониторам до 15 тысяч рублей. Третье место этого раздела занимает Philips 24i1 N1100A. На самом деле он по цене не то чтобы сильно далеко шагнул относительно прошлых мониторов. Монитор за 9 тысяч рублей и монитор за 13 тысяч не кардинально отличаются. Но все же конкретно в этом Philips стоит неплохая 8-битная матрица. Тут и цветопередача добротная, и углы обзора такие, что можно смотреть фильм, отклоняясь от монитора в сторону. И плавность поприятнее из-за отклика в 1 миллисекунду с частотой обновления 100 Гц. Цветов монитор распознает больше, поэтому динамический диапазон шире и цветовая гамма ярче. Это если на простом языке говорить. К тому же никто не отменял FreeSync и Flicker Free. В общем, назвал бы я этот Philips универсальным и не ошибся бы. Подо все подойдет, совсем справится. Ну, если не брать в расчет профессиональную работу с графикой, монтажом, цветокоррекцией и тому подобным. Тут уж другой уровень, как не настраивай и не калибруй этот монитор. По функционалу только не хватило хотя бы парочки дополнительных портов или какой-нибудь регулировки. А то один HDMI, один VGA, ну как-то совсем скучно. С трудом что-то дополнительное подключить можно. Радует, что в комплекте идет кабель HDMI и меню на русском языке. С этим возиться не придется. Хотя еще тут есть динамики. Уже что-то. Для созвонов, для просмотра видео хватит. Музыку на таких, конечно, не послушаешь. Звук плоский, тихий, без басов. Ни о чем в общем. Это в целом можно сказать об акустике в недорогих, да и даже в дорогих мониторах. Второе место. Samsung Odyssey G3 S24HG320Ni. Хороший игровой вариант за приемлемые деньги, а хороший он благодаря и качественной матрице, и хотя бы немного интересному функционалу. На такой в целом можно пересесть даже с чего-нибудь ультрабюджетного типа Xiaomi Redmi G24. Разница не космическая, но свои деньги отбивает. В Odyssey подставку можно удобно выставить под себя по всем плоскостям. Предусмотрена регулировка по высоте. Ход монитора 12 см, поворот по вертикальной оси влево-вправо на 15 градусов в каждую сторону и портретный режим с вертикальной установкой дисплея. Все это только добавляет удобств при использовании. А то докупать кронштейн, устанавливать, вешать монитор и затратно, и геморно. Тут же все из коробки. Плюс здесь, наконец, убрали этот пережиток прошлого. Это я про VGA разъем. Остался только DisplayPort и HDMI. Из приятного, оба кабеля идут в комплекте. Поэтому докупать ничего не нужно и можно подключать дополнительное устройство. По матрице особо вопросов нет. Тут стоит VA-матрица с частотой обновления 165 Гц. Грехов не таит, на тестах показала, что страдает гостингом, то есть остаточными шлейфами. На самом деле это, конечно, еще нужно постараться заметить. Все-таки геймеры играют за монитором, а не тесты проводят. Но если вы не спец, который повидал не одну тройку профессионального оборудования, то и подвоха не заметите. Проверено владельцами. Тут главное, что картинка получается яркой, насыщенной, контрастной, а черный цвет глубже, хоть и отдает засветами на темном фоне. Ну, а на первое место я поставил LG Ultra Gear 24GN65RB. Как по мне, очень хорошо сбалансированный монитор для игр за эти деньги. Тут и функционал без излишеств, и картинка без серьезных недостатков. Начинается все с 8-битной IPS-матрицы, Full HD разрешение, насыщенные цвета, частота обновления 144 Гц, но частоту можно разогнать до 180 Гц. Это если у вас ПК потянет или просто захочется поэкспериментировать. Понравилось, что за свои деньги из артефактов тут бывают только засветы, которые в процессе использования почти никак не мешают. Нет вот этих
ярких остаточных шлейфов при такой герцовке не встречаются битые пиксели или полосы во весь экран. Притом получается яркое изображение с контрастными цветами. Есть даже какой-никакой HDR, который на удивление действительно хотя бы чуть-чуть добавляет натуральности и объема. Поэтому по картинке тут, кроме засветов, претензий нет. Функционал без излишеств. Лично мне не хватило только парочки USB-портов, а так есть HDMI, есть DisplayPort. Плюс подставка регулируется по высоте и становится в портретный режим. Единственный ее нюанс – громоздкость. На небольшом столе действительно занимает прилично так место. Некоторым владельцам пришлось даже кронштейн докупать, чтобы удобно было пользоваться. Но это уже каждый сам решать будет. Так что в итоге, если учитывать, что этот монитор по цене выходит даже далековато от 20 тысяч рублей, получается хороший вариант для любительского гейминга. Ну а теперь рассмотрим мониторы 24 дюйма до 25 тысяч рублей. Четвертое место этого раздела занимает Philips 245E1S. Этот монитор из всего рейтинга отличается разрешением 2560 на 1440 пикселей. Единственный с такой детализацией. При такой же диагонали в 24 дюйма картинка выглядит поинтереснее за счет повышенной плотности пикселей. Все приличные приложения, интерфейсы и меню слегка обновляют свой облик. Текст выглядит четче, цвета как будто другие. В общем, одно только разрешение заставляет посмотреть на все приевшееся новым взглядом. При этом матрица не то чтобы сильно навороченная. IPS с глубиной цвета 6 бит и частотой обновления 75 Гц. В целом, для рабочих задач – огонь. Для игр тоже неплохо, но 75 Гц и 2К не самая удачная комбо. Для игр дальше вариант подкину. А так, цветопередача базовая, углы обзора хорошие, градиенты плавные, каких-то серьезных артефактов не встречается. Разве что засветы на черном фоне. Но это база, без которой никуда. При этом имеются FreeSync и Flicker Free. Владельцы после долгих посиделок не жалуются на уставшие глаза или головную боль. Еще бы с такой повышенной детализацией. Так что все работает как надо. Из обновок по функционалу только дополнительный DisplayPort. Для лучшего качества изображения лучше по нему подключать монитор. Но в комплекте идет только HDMI кабель. Поэтому в любом случае можете не заморачиваться, если пока нет желания докупать кабель DisplayPort и сразу использовать монитор из коробки. А в остальном все по классике. Ножка никак не регулируется, крепления для кронштейна веса имеются. Для офисных задач есть все и даже больше. Это я про 2К разрешение. Третье место занимает Dell S2421HS. Годный монитор для рабочих задач с ценником до 22 тысяч рублей. Внутри стоит хорошая IPS-матрица с Full HD разрешением и максимальной частотой обновления 75 Гц. В достоинство сразу можно отнести точно откалиброванную цветопередачу и хорошие углы обзора, при которых только красные оттенки слегка искажаются. А если на цветопередаче поработает понимающий человек, вообще можно будет заниматься графикой хотя бы на начальном уровне. Текст показывает четкий, работать в браузере комфортно. Каких-то шлейфов при 75 Гц на тестах не видно, да и в повседневном использовании тоже. Из недостатков только пониженная контрастность, которая бросается в глаза в темной комнате. Там черный скорее отдает серый, белый в синий. Но при этом нет проблем с засветами. Подсветка тут равномерная, поэтому таких лютых пятен не замечено. Плюс к тому Dell оснастили монитор хорошей подставкой, которая и места много не занимает и дает выставить монитор под себя. Поддерживаются регулировки по всем плоскостям. Экран регулируется вверх-вниз, поворачивается вправо-влево и полностью вертикально становится. Дополнительных портов разве что не хватает. А так только HDMI да DisplayPort. Получается, что без проблем можно подключать какой-нибудь ноутбук или телевизор. Но вот уже всю периферию, накопители и так далее только напрямую в системник. За такие деньги хотелось бы чуть больше. Но в целом Dell S2421HS все равно получается хорошим монитором с качественной картинкой и точной цветопередачей для работы с цветами. Плюс еще и подставка продуманная. Не придется кронштейн докупать. Второе место занимает Gigabyte G24F2. Вполне приличный монитор для гейминга во второй ревизии. Первый Gigabyte G24F достаточно косячным был. И битых пикселей навалом, и сборка слабая, и пищал при высокой герцовке. Но во второй производитель исправил косяки, остался только один. Не самая быстрая по скорости отклика матрица. Не то чтобы в шутеры или гонки не поиграть, совсем нет. Просто у первой версии матрица чуть побыстрее была. Хотя если рассматривать этот монитор в качестве первого или для любительского гейминга, то никаких проблем в играх нет.
Тут стоит хорошая IPS-матрица с насыщенными цветами и частотой обновления 165 Гц. Хоть и 6-битная, но цвета достаточно яркие и натуральные. Тот же черный с белым не страдают недостатком контраста. При этом Gigabyte не стали втыкать сюда HDR. Для нас хорошо тем, что не придется переплачивать за толком не работающую опцию. Все-таки матрица тут не самая подходящая для HDR-контента. К тому же на шлейфы владельцы не жалуются. Есть и FreeSync, и Flicker Free, которые нейтрализуют все негативные моменты по картинке. Остаются лишь небольшие засветы, поэтому к изображению толком и не придраться. Соответственно, как и к функционалу. Тут есть DisplayPort, 2 HDMI и даже парочка USB-A разъемов для подключения всякого. Так что все проще, чем тянуться к системнику, чтобы подключить мышь или клавиатуру. Подставка тоже хороша и сделана аккуратно, и места много не занимает, и по высоте регулируется. Поворота влево-вправо и портретного режима тут нет, но для геймеров это такая уж проблема. В любом случае, если понадобится, кронштейн в руки и погнали. Так что в итоге имеем хороший по цветопередаче и по картинке монитор, который негативно выделился только скоростью отклика. Ну и по функционалу имеется все, что нужно для комфортного гейминга. Лидером рейтинга стал Dell P2422H. Еще один вариант для дома или работы, только все-таки поинтереснее, чем любой из прошлых мониторов. Вообще его можно считать бюджетной версией профессиональной серии. Dell позиционирует его как монитор с заботой о зрении, а значит, никакой точной цветопередачей тут и не пахнет. Тут стоит IPS-матрица с разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц. С завода ее калибруют под уход в желтый цвет, который меньше нагружает глаза. Плюс к тому Flicker Free и фильтрация синего. На практике владельцы действительно не жаловались на усталость после рабочего дня. Мелкий текст легко читается, картинки яркие, насыщенные. У некоторых пользователей монитор с минимальными засветами и гостингом. Настолько, что их еще нужно постараться найти. Выходит, что Dell все сделали правильно, хоть и не для профессиональной работы с светом. Еще неправильно заморочились над функционалом, чем отстранились от конкурентов в этом бюджете. Пускай подставка у них не цельнометаллическая, но держит монитор уверенно, еще и регулировать его дает. В запасе есть ход по высоте на 15 см плюс поворот в портретный режим. Имеется и веса 100 на 100 мм, но думаю, тут и без них обойтись можно. Еще из удобств целых 4 USB-порта версии 3.2. То не одного, то сразу 4. Сюда можно и периферию подключить, и накопитель для работы с данными, и смартфон. Плюс к ним DisplayPort, HDMI и VGA. Все нужные кабели в комплекте, докупать ничего не надо, поэтому в совокупе выходит очень хорошо сбалансированный монитор по картинке, функционалу и цене. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.